Ну что, пришло время что-то сказать по Крыму, наверное, все-таки. Ну, дело в том, что сказать-то особо и нечего, потому что информации очень мало. И я не могу понять, почему так мало информации, почему заявлялось о том, что арестована целая группа диверсантов, показали только одного, более того, везде муссируют одну и ту же фотографию. На момент, пока я делаю этот блог, больше вообще никого не показали, показали только одного. Евгения Панова, водителя из Энергодара. Почему так происходит? Я не знаю. Возможно, для того так делают, чтобы потом вывалить всю кучу доказательств. Но если не вывалят, то я прекрасно знаю, как будут оправдывать не вываливших люди, которые доверяют всему, что сказала, там, к примеру, Федеральная служба безопасности. Мол, Россия не обязана отчитываться. Но если не обязана отчитываться, то не надо было вообще об этом сообщать. Мое такое мнение. Подождем, посмотрим, что будет. Что есть на сегодняшний день? На сегодняшний день есть смех в украинских СМИ, мол, смотрите-ка, из водителя сделали диверсанта. Ха-ха, это так смешно. То, что водитель служил в АТО, это мы забыли, но я бы хотел еще кое-что показать. Вот смотрите. Маємо термінову наразі інформацію. 3 теракти попередила Служба безпеки України на Львівщині. Зловмисники планували 3 вибухи на різних ділянках міжнародних залізничних сполучень. Про це повідомив 8 августа СБУ задерживает террористов, которые планировали взорвать 3 участка на железной дороге, причем во Львовской области, не где-то там, возле Крыма, нет. Что думаете об обвинениях против бойцов ООН? Они обоснованы или все-таки преследуют некую цель? Безумовно, це замовні, можна так сказати, переслідування. Вот это быдло, это командир батальона ОУН. Ему государство дало в руки оружие, автоматическое оружие, дало в руки боеприпасы и сказала: иди. Ну вот группа бойцов из этого подразделения и пошла. Пошла она почему-то в Львовскую область взрывать поезда, наверное, с российскими оккупантами. Они через Львов заезжают. Ну и без сомнения, это, конечно, заказ против патриотов. Все это мы уже слышали. Спасибо за ваше мнение. Напомню, мы общались с командиром батальона ОУН Николаем Каханеевским, говорили о задержании во Львове бойцов добровольческого батальона ОУН, которых подозревают в подготовке теракта. Ну если Каханеевский, у которого нет вообще никакого образования и который отличился единственный раз тем, что отбил когда-то нос памятнику Ленину, потом стал командиром батальона, которому дали оружие, там какие-то, возможно, средства, да, потому что как-то же они существуют. Но вот если он таким стал, то почему не может водитель, к тому же, который служил в АТО, что-то там осуществить? А вот другое дело, что ФСБ Российской Федерации сразу же сделало заявление о том, что вот этот Евгений Панов, он являлся штатным сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. И это уже смешно. Вот это вот представитель Главного управления разведки. Они постоянно на гора выдают какую-то ересь. Ну такую, знаете, в стилі таких хуторського клуба шуток. Тому що за тими даними, які ми маємо, у нього серйозні пошкодження. Це і печінка, селезінка, нирки. А відповідно, це такі поранення, які в багатьох випадках несумісні з життям. Ну, это не шутка. Чтобы узнать их шутку, можно зайти на их юмористический сайт Главного управления разведки Минобороны Украины. И там они каждый день пишут, что на Донбассе уволили российского полковника, который пел песню про Путина. Ну, такую ерунда, бредятина, но тупым нравится. А вот это заявление, что Плотницкий, у него раны, несовместимые с жизнью. Это все украинские СМИ, кстати, понесли. Плотницкий, по всей видимости, уже с того света общается с людьми. Повторяю, более детально разбираться с информацией можно, когда эта информация будет хотя бы получена, хоть небольшой ее массив. Пока что можно четко сказать, что это невыгодно Украине, это невыгодно Украине, и это невыгодно России. Конечно же, брать в расчет заявление этого идиота Турчинова о том, что Россия там в Крыму сосредоточит кулак для того, чтобы ударить по Европе, Карл, из Крыма, мы не будем. Давайте теперь поговорим о заявлениях всего 2 людей. Первый – это брат пропавшего. Він прийняв рішення зустрітись десь з друзями поблизу Енергодару в області, відпочити. Він попередив дружину. Він взяв за свій рахунок в понеділок, щоб трохи подовжити ці вихідні. То есть он отправился отдыхать куда-то с друзьями, предупредил об этом свою жену. Более того, взял себе выходной за свой счет на работе, на атомной электростанции. Але дружину він попередив, що повернеться у неділю. Ты сказала, у неділю підем разом на весілля. Он сказал, что в воскресенье
он уже вернется. Ну, на крайний случай в понедельник, потому что во вторник ему на работу. Жена говорит, окей. Ну, и по всей видимости, ну, я не знаю, как там сейчас принято в семьях, все, но я думаю, что он должен был сказать, с какими именно друзьями он отправляется отдыхать. Ну, якщо вже в крайньому випадку, то в понеділок. В субботу вечером выходит на связь с женой и все нормально. А в воскресенье уже не выходит на связь. На зв'язок виходив у суботу ввечері, розмовляв із дружиною, все було нормально. Начали что-то подозревать, потому что связи нет. Но у него телефон старый, поэтому телефон этот разряжается. Однако же им приходили время от времени смс-ки, когда они звонили. Тобто вже у неділю, коли дзвінка не було, тобто, ну, почали щось підозрювати. Але ще справа така, що в нього старий телефон, ми його набирали і отримали смс-ку, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, чи в суботу, вже пізно ввечері, чи у неділю, про те, що він включав телефон, але чомусь не... Ну, тобто прийшла ця смс-ка. И вот человек не выходит на связь в воскресенье, в понедельник он тоже не выходит на связь и не возвращается. Что делает жена в этом случае? Наверное, начинает обзванивать тех, с кем он отдыхал. А она не знает, с кем он отдыхал, по всей видимости. Нет. В понеділок він не повернувся, на зв'язок він не виходить, ніхто нічого точно не знає. Зверніть, будь ласка, увагу, в чому він вдягнений. Ну, чи поїхав би диверсант у треніках когось там захватувати? Это одна из основных версий его брата. Почему это невозможно? Потому что он отправился туда в трениках и в футболке. По всей видимости, настоящий диверсант должен надевать широкополую шляпу, плащ, поднимать воротник, черные очки. Ну, в общем, все как надо. Ну, версия, какая же версия? Ну, как он там на самом деле оказался? Его выкрали. Тобто наша версія, його викрали і якось туди То доставили. есть ничем не примечательного водителя воруют в Энергодаре. И именно это становится причиной, кстати, вот шуток, что там, смотрите, какой-то водитель, и вдруг он стал, посмотрите, диверсантом и все такое прочее. Зачем именно его нужно было воровать и почему в Энергодаре? Да, он баллотировался от партии «Укроп». И он контактировал с депутатами от партии «Укроп». Ну, и что дальше? Ну, есть масса людей, которые на самом деле воевали в АТО. Есть масса людей, которых могли бы при желании захватить где-то там на Донбассе и потом в Крыму их. Смотрите, кого мы поймали. К примеру, да, ну зачем огород городить? Зачем воровать водителя какого-то? И вы же постоянно говорите, что он ничем не примечательный. На самом деле, зачем? А вот эта информация о том, что будто бы я попросил Евгения съездить в Крым, по моим бизнес-интересам не соответствует действительности. А это Артем Дубков, депутат от партии «Укроп», как раз таки из Энергодара. В СМИ появилась информация, что это он отправил туда своего товарища Геннадия, для того, чтобы Геннадий проверил его объекты недвижимости, которые у него остались в Крыму. Но потом Дубков сказал, я был не трезв, я вообще не знаю, мои слова не так поняли, интерпретировали не так. Это неправильная интерпретация моих слов со стороны ваших коллег с Центра журналистских расследований именно Валентины. Мне звонила около 10 вечера. Я ей пытался объяснить, что я не знаю, где Женя находится. Он сказал, что он был вообще неадекватен, когда ему звонили. Я даже, по-моему, ей говорил, я вчера был в таком эмоционально подавленном состоянии, потому что Евгений мой близкий друг. Вот, я даже, по-моему, ей говорил, что, слушайте, вы сейчас общаетесь с человеком не совсем адекватным. Тем более, я я немного выпил. Да, пьян я был, я не знаю вообще, что я говорил. Валя говорит, я не могу с вами сейчас общаться, я нахожусь в состоянии алкогольного опьянения. Это был уже вечер. Вот, тем не менее, она пыталась чего-то пыталась. Вот это всем, которые говорят, смотрите, он водитель, значит, он не может быть террористом. Послушайте. В Крым он не собирался, и Евгений, несмотря на то, что он водитель, он не шизофреник. Он достаточно... Ну, чтобы вы знали, все водители в Украине, за редким исключением, шизофреники. Сказали, что он собирался на рыбалку. Так на рыбалку или на дачу к друзьям, как его брат сказал, по версии его брата? Да я и не помню, если честно. Я не помню, он мне сказал на рыбалку. Может, он на рыбалку здесь. Мы живем, город у нас на воде. По словам депутата, в субботу Геннадий был уже не на связи, а встречались они до того, как он отправился на свою рыбалку с билетом в одну сторону. Они встречались в офисе «Укропа» и там обсуждали дела города, конечно, ну, всевозможные там дела, важные в стране дела. В субботу, когда я ему позвонил, он уже был не на связи.
А встречались мы в офисе громадской приймальни ПП «Укроп» в пятницу где-то в районе 2 часов. Важный нюанс о том, как он встретил жену, Евгения. В среду я встретил в исполкоме его супругу, задал вопрос, где Женя, почему я не могу ему дозвониться. Она мне сказала, я тоже очень переживаю, тоже не знаю ничего. Она думала, что я в курсе. Человек должен вернуться в воскресенье. В воскресенье на крайний срок в понедельник. В воскресенье уже телефон его не отвечает, а по некоторым данным с субботы не отвечает. В понедельник телефон не отвечает, и он не возвращается. Вторник, среда, его жена доходит таки до исполкома, да, и общается с товарищем, с которым он виделся до того, как отбыть на свою странную рыбалку. И говорит, слушай, а ты не знаешь вообще, где он? Позвонить она не могла. А он говорит, а я думал, ти знаєш якраз таки, як волнуються всі. Але дружину він попередив, що повернеться у неділю. Ну, якщо вже в крайньому випадку, то в понеділок. Но до среды она его товарищу не позвонила почему-то. Такое, ну я же говорю, во всяких семьях по-своему, то такое дело. А какая версия у депутата? Похищение. Все-таки я склоняюсь к версии похищения. Потому что вы помните, с чего началась вторая чеченская кампания? Ну, он не говорил, с кем он собирается на рыбалку, то есть... Ничего он не говорил. Один он Ничего он не говорил, и по его поведению я бы не сказал, что он вообще собирался куда-то ехать. Вот. Короче, может он на самом деле дома. Но теперь давайте посмотрим интервью этого же брата, этого же человека, только уже другому каналу. Это для него огромная боль. И он не раз говорил о том, что пока Крым снова не вернется в Украину, он никогда в жизни туда не поедет. Людина, він ніколи, розумієте, у якихось розмовах, ніколи не йшлося про Крим. Він волонтер. Упс. Криму взагалі в його інформаційному полі не було. О-о. Крим, ну що таке Крим? Його забрали і забрали. Ну, це зараз не така болюча тема. Вот здесь журналистка задает ему вопрос. Он говорит, что его брат не мог поехать в Крым. Почему? Потому что он был бойцом АТО, его плакаты везде расклеены. Он же не сумасшедший, чтобы ехать в Крым. То есть он говорит о официальном пересечении границы с Крымом. И журналистка задает ему резонный вопрос. Ну, как сообщается, если он диверсант, то он же неофициально, значит, ехал. Как сообщается, они там на бронетранспортере каком-то ехали. И он же туда не через пункт пропуска прошел, что пишет, да, там он как диверсант. То есть как-то они туда прошли. А как они тогда туда прошли? Пусть Министерство закордонных справ Украины даст разъяснение, а как вообще в принципе туда могли пройти? Вот как? Если это же граница с агрессором, да, и границы, то и там, ну, небольшой кусочек. То есть, наверняка она же контролируется нашими военными. Но если граница контролируется настолько, что он как диверсант не мог перейти ее, то как его могли перевести? Ведь граница же контролируется Украиной с нашей стороны. Тобто наша версія, його викрали і якось туди доставили. Похищение. Все-таки я склоняюсь к версии похищения. Пока глава пограничной службы Украины не подаст в отставку, потому что граница, получается, не контролируется, я не поверю в то, что его могли выкрасть и перевести. Ну как его, подземельями, путинскими подземельями, что ли, туда доставили, а? Там в Крыму, да, там какие-то там теракты якобы предотвращены. Она произошла вот с воскресенья на понедельник, если я не ошибаюсь. Он уехал в пятницу. Он ехал в субботу утром. С воскресенья на понедельник, а сообщили об этом СМИ только в среду. Это не совсем так. На самом деле, все 3 дня до официального объявления постоянно ширились слухи. И слухи, ну, можно повторить, конечно, то, что говорилось на украинском ТВ о диверсантах или дезертирах. Ну, то есть там так и говорили. Ну, диверсанты или дезертиры. Про те, нібито з материкової України до Криму проникла диверсійна група, була перестрілка. Якобы сбежали какие-то диверсанты или дезертиры. Якобы сбежали какие-то то ли диверсанты, то ли дезертиры и... Убили солдата или не солдата, ну, в общем-то, вот такая вот штука. Но 3 дня сообщалось, что там движуха идет, что там какой-то кипиш. И мы уже стали искать. Мы стали обзванивать родственников, мы стали обзванивать друзей. И вот так вот сильно вы обзванивали друзей, да, мой друг? В среду я встретил в исполкоме его супругу, задал вопрос, где Женя, почему я не могу ему дозвониться. Она мне сказала, я тоже очень переживаю, тоже не знаю ничего. Она думала, что я в курсе. Ну и напоследок, тайные смски.
Звонишь, абонент не може прийняти дзвінок. А кто-то говорит, что вот набирал, а потом через какое-то время приходила там якобы смс-ка, что типа он включался, но потом перезванивали, оно снова выключено, то есть происходит непонятно что. А кто же это говорил про смс-ку, друг мой? Ми його набирали і отримали смс-ку, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, чи в суботу, вже пізно ввечері, чи у неділю, про те, що він включав телефон, але чомусь не... тобто прийшла ця смс-ка. Мутные какие-то ребята, правда? И вся история очень и очень мутная. Я не верю в массированную поддержку артиллерии. Я не верю в то, что какие-то дегенераты будут ехать на бронетранспортере. Диверсанты на бронетранспортере едут при поддержке артиллерии. Это вообще на кого это рассчитано? В общем, в это я не верю. Равно как я не верю в то, что водитель не может поехать, руководствуясь какими-то своими странными мотивами и что-то там делать в числе других. Я не верю в то, что он был кадровым разведчиком. Он, просто потому, что я не верю. И все. Это мой блог. Я говорю, верю, не верю. Знаете, верю, не верю. И подкрепляю фактами. Но фактов сейчас нет. А заявление о том, что задержали 15 человек, 20, 30, покажите, господа. А когда вы начнете показывать, или когда появится больше информации, тогда и поговорим более предметно. А сейчас я сказал о том, что на виду. Говорить больше в данной ситуации, мне кажется, неправильным. Единственное, на что бы я хотел заострить внимание. Ситуация, опять-таки повторюсь, по моему личному мнению, невыгодна ни Украине, ни России. А кому же она выгодна? Каким-то явно силам, третьей стороне. А к какой партии принадлежал вот этот вот товарищ, который сначала отправил своего товарища в Крым, потом не отправил, потом я был пьян. А от какой партии баллотировался сам наш герой? В общем-то, у меня все.